Guests, we are descending for landing. Это мы, два айтишника из Молдовы. Добрались до Испании для того, чтобы пройти Камино де Сантьяго, один из наиболее известных пеших маршрутов Европы. Итак, мы уже добрались из Кишинева до Барселоны, оттуда нас ждет скоростной поезд до Памплоны, автобус до Сан-Жана и 800 километров пешком до Сантьяго. Прилетели в Барселону и сразу же заблудились в метро. Вышли не на той остановке. Ну, ничего страшного, зато, гуляя по городу, мы наткнулись на Каса Бальо, вон там. Это одна из визитных карточек города, творение рук Гауди. Наконец добрались до отеля. Он у нас с космической тематикой, все буквально кричит об этом. А дальше у нас по плану ужин и крепкий сон. На следующий день отправляемся в Памплону с вокзала Барселона-Санс на скоростном поезде Ренфи. На скорости около 250 км в час мы мчим через Каталонию и Навару. В вагонах есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер, удобные кресла и розетки. 4 часа в пути – это прекрасное время для того, чтобы подумать, зачем мы все это затеяли. Ну или покушать. Наконец мы в Памплоне. Замок от нашего номера в отеле мы взломали не с первого раза, будем честны. Номер, кстати говоря, понравился, он был небольшой, но достаточно уютный. Сбрасываем тяжелые рюкзаки и идем изучать город. Памплона с первых секунд производит приятное впечатление. Это один из самых зеленых городов не только региона Навары, чьей столицей он является, но и Испании в целом. Здесь нет недостатка в красивых парках и садах. Проходим возле Плаза де Торрос. Это арена для корриды, которая является завершающим пунктом известного забега быков по узким улочкам города во время фестиваля Сан-Фермин. У нас не было цели увидеть все достопримечательности. Сюда еще вернемся пешком. А пока продолжаем неспешно гулять по городу. Так мы в Памплоне сходили в магазин в Carrefour Market и затарились. На 30 евро. Сейчас мы вам покажем, что мы купили. Опа! Лот номер 1. Чабата. 4 чабаты. Сыр. Эдам. Эдемский сыр. Черики. Сок. Сэндвичная колбаска. Огурчик. Ананас. Говорят, в Испании очень вкусные ананасы. Ну, ты проверим. Тарелки, чтобы было откуда есть. Тунец с оливками. С оливковым маслом, вернее. Может, с оливками, если повезет. И орешки. Яблочко одно зеленое, гранит. Чечевица. Это у нас всегда спасало во всех путешествиях. Мы решили попробовать еще раз удачу эту. Наш продукт номер 1. Ну и фасоль. С какими-то колбасками, возможно. Проверим. И без. Соль обыкновенная. Нет, не обыкновенная, гималайская. Самый маленький формат. Мы надеемся ее таскать с собой везде. Так, авокадо. И последний лот кефир, потому что мы без него жить нормально не можем. В любой стране мы находим кефир. Вот, собственно, и все. У нас получилась небольшая тумбочка с едой, которую мы сейчас с удовольствием заточим, потому что мы очень голодные, мы не ели очень долго. Как это сложно.
Ищем вещи, потому что они вообще не высохли. Чтобы не упустить ни одного дуновения этого фена. Выслушай, пожалуйста. Наш камин начинается во французском городке Сен-Жан-Пье-де-Пор, расположенном у границы с Испанией. До места назначения 1,5 часа пути на автобусе через горные серпантины Пиренеев. Вообще существует множество вариантов маршрута Камино де Сантьяго. Наш называется Камино Францес. Этот маршрут включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока болтали тут, уже успели доехать до города. Заселяемся в хостел, в котором проведем одну ночь. Отдохнем перед завтрашним стартом. Шкафчики наши. Сейчас кровать. Дойду до шкафчиков. Вот наш первый альберги, можно сказать. Ну да, комната хотя бы отдельная. Посмотрим на вид. Угу. Такой вид. Давай, Максим, скажи, какие у тебя впечатления от поездки сегодняшней до Сан-Джан-Пьеда? Очень сильно укачало. Животик болел. Там очень крутые серпантины. Ну и такие же крутые виды, конечно. Не поспорить. Но еще раз я не хочу таких. Я никому не советую. Я не знаю, как еще добраться до туда. Но мне вроде бы есть из соседнего города, в котором есть аэропорт, есть какой-то маршрут сюда. Но это был самый быстрый. Так, сейчас мы в Сан-Жан-Пьер-де-Порте, в альберге-отеле, еще не прям полностью альберге. Называется он GT Compostela. Тут на каждом этаже есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, около 7 комнат. Некоторые из них двуспальные, вот как наша, где кровать, некоторые из них 4-спальные. То есть с двух сторон комнаты стоят двухэтажные кровати. Но ни в одной из них нет ванной, ни туалета, ни раковин. Это все находится на твоем этаже. То есть у нас второй этаж. На втором этаже у нас есть туалет, отдельной комнаты, и в отдельной ванной комнате 2 душевые кабинки и раковина. И вот, в принципе, такой сетап. Деревянный пол, все скрипит, ключи интересные, такие старинные. Наволочки не дали. Наволочки не дали, дали зато одеяло. У нас есть наш пододеяльник, как его назвать? Спальня. Спальник. Будем укрываться и лежать рядом. Какие первые впечатления от альберги? Первая мысль была, что я зашел в какой-то детский лагерь. Пахнет деревом. Все такое вот в старинном стиле, деревянном, такой банном, так сказал. Лестница деревянная, крутящаяся. Только дети постарше. Дети постарше и какие-то сумасшедшие. Куда они забрались, не знаю. Спасибо большое за интервью. Прогулялись по улочкам и паркам города. На обед отметились в местных кафешках, а на ужин уже доедали наши запасы из Памплоны. Мы безмятежно засыпаем. Впереди длинное путешествие. Встретим его с абсолютным спокойствием души.
С утра зашли в офис пилигримов получить специальный паспорт – креденциаль. Этот документ подтверждает статус паломника, дает возможность ночевать в альберге и получить сертификат о прохождении пути. В креденциаль нужно ставить по 2 печати каждый день. Их можно найти в местах ночлега, церквях, музеях, а также кафе на протяжении всего пути. Нам повезло, что не было очереди. Обычно она выглядит вот так. Нацепили на рюкзаки ракушки-вееры, один из символов камина. Средневековые пилигримы прикрепляли их к шляпе или плащу. Раковину могли использовать и в качестве дорожной посуды. Итак, у нас есть креденциаль и ракушка, но нет постоянного места жительства и уверенности в завтрашнем дне. Выдвигаемся в путь.